Заказал ему здесь, в Икее, заранее попросили знакомую нам помочь. Она заказала вот такой вот коврик, смотрите, из Икеи. Вот милота, конечно, знатная. Там еще такой вот октопус. Вот такой вот стульчик тоже из Икеи. Кроватку чуть позже покажу. Ну и всякие там полотенчики. Понемножку. Такие ложечки для питания. В общем, какой-то такой минимальный наборчик я заказала, чтобы у нас здесь было в квартире. Заказала еще Николаю в Икее такую штуку. Сейчас буду собирать. Но по деталям там как будто, знаете, оно разобрано вообще на атомы. Посмотрим. Хотя написано 18 месяцев плюс. Николай, ты же у нас вундеркинд, поэтому, может быть, тебе зайдет. Мы выбрались из дома, идем на ужин, есть вкусное французско-итальянскую еду, погода кайф, знаете, когда не холодно, не жарко. Мне кажется, где-то 24 очень комфортно вечером, хотя днем на солнышке очень даже пекло. В общем, в сентябре это бархатный сезон, не зря его так называют во Франции. Кайф. Девочки, я в H&M. Вот чего не хватает, так это нам H&M. Конечно, в России эти ботики — моя любовь. Хотя много сейчас хороших фирм, аналогов детским всяким товарам, но все равно. Что вы сделали с ребенком такой голодный? Он сейчас стул съест, на котором сидит. Тигр, а не ребенок. Называется не кормит мама дитё, не кормит. Дитё уже не знаю, чем закусывает. Подожди, ну мы же почти все съели. На. Идем на пляж, сидеть, смотреть на закат, да? У кого щеки немножко загорели? Сегодня еще ездили в центр города покупать Неспрессо капсулы, искать Николаю баночки мясные, потому что в нашем магазине Carrefour, который находится рядом с домом, мы нашли питание а-ля хип, только местное био. Там были в наличии, потом чуть позже сниму, там батат, тыква, морковка, какие-то миксы. Но миксы я не брала только однокомпонентные вещи. Вот, и мы искали мясо, потому что мне, если честно,
Я такая, наверное, немножко ленивая мама. Мне лень заморачиваться самой, ну, готовить, да, потом в блендере делать. Соответственно, хотелось бы что-то купить из мясного. Вот, мы нашли одну банку, там курица и что-то было, кукуруза. Ну, как-то, если честно, ему не сильно зашло. Поэтому мы продолжаем поиски детского питания. Причем, знаете, наблюдение в аптеках, много всяких классных вещей. Но вот именно питание, ну, еда классическая, как-то с этим туго. А вот всякие смеси, конечно, там просто овер дофига. Да, сладкий? Да. Кстати, попробовали мы батат. Нам очень понравилось. Ему очень понравился батат. А багет как понравился. Господи, мы дали с мамой попку ему багета. И потом не могли отнять. В итоге, когда отняли, он такую истерику нам закатил. Еще, мне кажется, Николайчик немножко подрумянился за сегодня, потому что я забыла его намазать перед выходом. Естественно, иногда попадал на солнышко. Вот, и немножко у нас носопырка и сладкие щечки как будто немножко загорели. Ой, какой звук, да, моря. Ой, какой звук моря, классный. В нашем доме прям есть лавочка Dirty Bones, они делают роллы. Сижу и так шманит травкой. Я не знаю, кто курит из тех, кто ожидает справа или слева от меня, но это типично европейский вайб. Шманит просто нереально. Те, кто был в Амстердаме, они меня поймут. Мне этот запах никогда не нравился. Сижу, аж мутит. Вот в такой милой лавочке заказала роллы. По ценам тут вот как-то так. Но рыба тут наисвежайшая. У нас такого вообще нет, конечно. Так, что у нас? Николай спит. Рыбка. Вкуснейшие круассаны. Вкуснейший уже багетик. Слышите? Тут пироженка, кофеечек, Неспрессо. В общем, санкционные товары. Ну, естественно, санкционный вид. У него растяжа сказать. Он для меня ассоциируется с Ростиком. Да, Николяша? Вот так, давай, молодец. О, Молодец. какой молодец. Я не знаю, как это влезет в холодильник. Немножко закупились продуктами. Конечно, в Европе все классно, продукты классные, но то, что нельзя доставлять, как в России, все, что хочешь, откуда хочешь и когда хочешь, это большой минус, потому что вот это все, я не знаю, суммарно весило килограмм 20. Сейчас делаем распакуй. Так, разгрузила я пакеты. Просто некуда положить. На пару недель вперед закупили еды, еще бабушки в заморозку купили разные рыбы. Рыба у них вообще очень хорошая. Ну, вот сколько стоит? Лосось 7,17. Потом тут белая рыба, забыла название, как на русском, 3. Креветочки разные. Такого, конечно, нам дико не хватает. Блин, цена, ну, по-моему, тоже около 3. Очень люблю их йогурты кокосовые. Разного вида. Тоже около 2 евро.
сырки, равиоли, тоже дораду мы взяли сегодня, сделаем на гриле. Овощи, что у нас есть еще интересного, тоже сыры, овощи, фрукты. Что это у нас? Манго, большие авокадинки, свекла. Что еще интересного? Вот, ну, естественно, сыры всякие разные, равиоли у нас тут с чем? С орехом. Просто чума. Сегодня будет пир живота. Еще мои любимые кокосовые йогурты. Малина. Маленькие такие перчики. Соус для макарон. Это у нас что? Папайя. Ну вот как-то так. Еще я тут не разгрузила. Прикольные маленькие цукини. Что еще у нас тут? Тут, по-моему, мясо, да, и курица Николаю. Вот 4 пакета. И все заставлено едой. Ну, вышло, кстати говоря, евро на 300, по-моему, плюс-минус. Вот, но это все пойдет в заморозку, вот это именно рыба непосредственно для бабушки. Какую-то мы сделаем, съедим за несколько недель. За неделю. Рыба долго не хранится, да. Какая-то интересная. Тут я даже не знаю, что это мама взяла такое. 4 евро. Филе де ле нуар. Ну, типа черное филе. Ну, что-то такое. Треска, наверное. Ну, свежак еще тот. Ну, вот как-то так. Видно Влада глаза. Ну что, дорогие, мы в Карфуре. Это большой супермаркет. Артишоки, господи, моя любовь. Вот все цены написаны. Что тут есть необычного? Ну, естественно, много классных помидор. Ну, тут все по стандарту. Миленькие маленькие перчики. Вот что кайфово. Саша, открой его, что я его забыла. Я не хочу ничего волочить сюда. Вот это рай. Сырный рай. Вот этого нам точно не хватает. Можно вот этот шевр взять. Он вкусный будет. Да, давай, кстати, мы хотели еще мягкий сыр. Ну, вот он. Да-да-да. Вот он. Вот такой. Угу. Биораздел. Всякие макарохи. Вот, кстати, может, Николаю макарохи, но я тут детского что-то не вижу. Может быть, будет в отделе детского питания. Тут просто по стандарту все. Пюре. Рисики всякие. Вот это класс. Кстати, смотри, мам, классная. Киноа с карри. Уже просто с овощами, с тофу. Кайф. Разная молочка. О, моя любимая стоечка с равиоли разными. Ньокки, равиоли, домашние макароны. Всякое мяско. Можем взять завтра пойти кусочек телятины. Ну, как бы стеллаж с говядиной тоже воодушевляет. Свинина дальше идет. Ну, как бы, блин. Боль. Я люблю ходить, знаете, по магазинам продуктовым
и просто все разглядывать. Ну, все это покупать, но разглядывать тоже обожаю. Кстати, в России я не особо ем колбасу, потому что знаю, из чего она сделана. А здесь у нее идеальный состав, прям 90% или курицы, или говядины, или свинины. И ее реально не жалко брать. Честно, как не густо с детскими всякими товарами. Странное детское у них тут питание. Вообще, я в шоке. Тут вот в 6 месяцев предлагают, значит, что это такое? Ну, это не курица, пуле курицы. И тут микс всего. И томаты, и лук, и рис. Тут тоже какая-то каша, морковка, сумоль. Не знаю, что это такое. В общем, как-то я не воодушевилась. И тут реально нету мяса, что вы понимали, чисто однокомпонентный, как у нас. Тут всякие смеси. Ну, в общем, странно. Я взяла однокомпонентные яблочко, персик, всякое такое. Ну, как-то не густо, ребят. Памперсы тоже ничего такого. Скажи, Николай, мы недовольны. Еще очень люблю вот эту вот фирму пудингов, йогуртов, ванильных, всяких разных. Всегда беру. Вот. О, фисташка появился. Господи, держите меня семеро. Ну, как вам шопинг, мистер? Ну, видите, вот купила с яблочком и с грушей. Тыкву нашла. Потом вот такие 3 разные штуки с брокколи, с тыквой и с горохом. Пеленки. Себе йогурт. Ванильный экстракт заберу в Россию. Не нашла ему, прикиньте, детских каш. Пришлось взять такую, буду сильно варить и давать ему. Всякие мелочевки, детские салфетки, всякая химия. Вот это вообще вещь, прикиньте, девочки, это для мытья полов одноразовые штуки. Пардон. Вот это тоже классный суперфуд. Киноа, карри с разными уже овощами, с тофу вообще. Всякие чаи. Ну, чаи у них беспонтовые в основном. Они не пьют чаи, они пьют кофе. Кофеманы. Как сердечко бьется. Да, вот мы какие. Зверинец устроили. Ну что, время для себя, любимый. Ребенок спит второй сон. У меня тут очень вкусные штучки из французской булочной. По-моему, это тесто, сверху шоколадная паста и поверху идет груша. А тут вообще моя любовь, это тесто тоненькое тесто, сверху яблочное пюре и сверху ломтики яблочко. Капучино, ребеночек. Сейчас включим что-нибудь, посмотрим. Или корейскую дораму, или ютубчик. В общем, кайф. Мама купила орхидеи. У меня мама фанат орхидей. У нее во всех квартирах есть орхидеи. Кстати говоря, что у нас есть из детского? Вот это, девочки, Икея. Те, кто в России, плачем. Ну, он действительно миленький, маленький, аккуратненький, морская тематика. Игрушки я привезла, вот эти вот. Еще у нас есть сумочка с игрушками. Вот эту штуку я заказала тоже из Икеи, сама ее собрала. Но написано, что она с 1,5 лет. Еще рано, хотя он трогает эти вот кружочки, ему любопытно. Стульчик тоже из Икеи, очень прикольный, очень аккуратный. Мне он нравится, я бы даже такой купила себе домой, но у нас Икеи нет, поэтому, как говорится, c'est la vie. Всем привет! 5-й день в Ницце. Что я могу сказать? Полет нормальный. Из того, что я хотела снять. Меня просили здесь снять всякие детские приблуды, что есть интересного. Что могу отметить? Я уже сняла поход в Большой Карфур. Это местная сеть крупная, типа Ленты или Ашана. Он есть везде. Есть маленький Карфур, есть большие Карфуры.
С детским питанием у них туго. Я поняла почему. Потому что, когда я была беременной, я читала книгу «Французские дети не плюются кашей», в которой черным по белому было написано, что французские дети едят все, что едят родители, все со стола. Им не готовят отдельно, нету детского меню в ресторанах и прочее. Соответственно, особо нету детского питания тоже в магазинах. Они едят все со стола. Поэтому было сложно. Мама старшая. Я просто научилась переслать фотографию. Это, да. А вот так вот растет перец. Где вам показать? Вот. Смотрите, это большое дерево. Я вот не знала. Так вот берешь, разминаешь, нюхаешь. Перец. Прикиньте, да? Так вот, век живи, век учись. Ну, молодец же. Молодец. Ты моя сладость. Посмотри, какой у тебя костюмчик. Посмотри, какой. Смотри. Классно. С капюшончиком, с ушками. Идем в булочную за круассанами. Моя булочная в моем районе. Как ходят за багетами, чтобы вы понимали. Это черная футболка, в которой я спала. Я надела первые шорты, тапочки. Почистила зубы, умыла лицо и пошла. Самое сложное, что в булочной местной говорят только по-французски. И как бы если ты неправильно что-то говоришь, на тебя смотрят типа, что она от нас хочет. Я немножко знаю французский, но, если честно, ну прям 5% от реально того, что нужно знать. И все равно, как бы я сегодня вроде нормально сказала, она мне ничего не поняла, одна женщина, сказала другой. Я попыталась каким-то образом на ломаном английском потыкать, что я хочу, я выбрала и пошла. Ну, в общем, каждый раз это стресс. Ой, не могу просто. Реально, она, и вот, знаете, такой тупняк, я ей говорю, она такая на меня смотрит, ну хотя бы показала бы ручкой, типа это или это. Она на меня смотрит, глазами хлопает, не понимает, что я хочу. Ну, блин, я как бы пришла в булочную за булочками. Ну, как бы, если не понимаешь, что я хочу, ну, ткни пальцем, я скажу да, нет. Ну, в общем, смех. Кому сегодня жирных 7 месяцев? На бабушку смотрит старшую, правильно. Ты что такой красивый за ночь стал? Еще красивее стал, еще жирнее, да, еще лучше. Слоника ушко, да, ушко у слоника, да, у слоника ушко вот такое, да. А ей нравится такое ушко, да? А вон так съесть, это все съесть, да. Мы в центре города. Немножко шопинг, немножко поменять деньги, купить бабушке подарок. У нее 11 сентября день рождения. В общем, жарко на солнце, печет. Стою, качиваю Николая на дневной сон. Потом, наверное, поедим мидий. Обожаю. Плац Массена, центральная площадь Ниццы.
Встали на четвереньки. Вот так вот, да. Пытаемся. Очень активно пытаемся. Умничка. Мама тобой гордится. Ну что, мы накупали маленького в море. Сама немножко искупалась. Сегодня что-то как-то очень свежо. И вообще, по сравнению с прошлым сентябрем, могу сказать, что в Ницце вода очень-очень-очень прохладная. Вот, поэтому я долго его не мучила. Чисто, мне кажется, для закаливания какого-то иммунитета минут на 10. Я бы хотела, конечно, подольше, но поняла, что хоть он двигается, но мне кажется, это слишком прохладно для него. Вот, поэтому сейчас мы пришли, я его помыла, сейчас помажу кремом. Бубличек, а ты что такой грустный? Бубличек. Ну, смотрите, какой сладкий. Вот, ну, пытаемся каждый день ходить, не всегда получается. Что-то у нас, как обычно, вечно много дел, то туда надо, то сюда. Но, в общем, практически каждый день мы с утра плаваем и загораем. Утро все-таки солнце самое приятное, самое мягкое. Он встает в 7, 7:30, 8. И, соответственно, мы сразу выходим и до 9-10 находимся на пляже. Днем не ходим, потому что там, ну, уже становится так, ядрёненько. Можем вечером иногда ходить, тоже купаться или загорать. Ну, или я, пока он спит, оставляю на свою маму и иду немножко загорать и читать книжечку на пляже. Что у нас сегодня вкусного? Киш. Вот такой вот, представляете, йогурт в таких вот штучках натуральный. Капучинка мое, хрустящий багет. Здесь у нас потрясающие круассаны. Сейчас мы их найдем. Да, вот круассаны с яблоком, яблочным пюре, просто бомба. Давай, иди сюда. Вот он. Идеально. Вот как-то так. Ну, естественно, вид. У человека прорезывается зуб. Человек немножко капризный. И сегодняшние дневные сны засыпал только на руках. Обед отказался кушать. Завтракал только кашку. От обеденной еды тоже отказался. Надеюсь, что он скоро вылезет, этот несчастный зуб. И мы заживем счастливой жизнью. У нас проходит в Ницце Ironman. Это, если честно, безумие, потому что, значит, они оттуда ехали туда на велосипеде около 20 километров. Потом они обратно едут. Потом они бегут. Вот, видите, они бегут. Здесь им дают водичку, апельсины. Вот он обливается, пьет, кидает, обливается, пьет, кидает. Вот эти последние доезжают. В общем, движ нереальный, но я не представляю. Это они уже с 8 утра, а вон их снимают. В общем, они с 8 утра это делают под солнцепеком нереальным. Получается, уже 2 дня или 3. Это трэш. Я не знаю, как это вывести. Езда на велосипеде, бег. По-моему, они еще где-то плывут. Надо загуглить, я не помню точно. Ну, в общем, веселье. Что происходит вообще напротив нашего дома? Просто веселье. Вы посмотрите. Там плавает человек. Здесь висит этот. Сейчас его волной снесет. Поплыл его спасать, по-моему. Там мужик поплыл их спасать, прикиньте.